Всем привет, продолжаем играть в Morrowind. Нахожусь я в Альдруне. Подразгрузил я немножко инвентарь. Орк наш вот здесь дожидается. Надо забрать у него обрезки металла. Вернуть ему меч. Пока что. И сгоняем к Айенготу ювелиру. Отдадим металл и попросим новое задание. Че это незнакомый? Я тут уже был. Да, вот я принес обрезки. 1000 монет он нам отдал в награду. Хоть кто-то нормальную награду дает. Повышение. Навыки, ну да, понятно. Работенка. Стрелы правосудия нужно спереть. 4 стрелы правосудия. Это очень редкие стрелы. Они были сделаны в моей родной провинции, в Валенвуде. Эйндел, стражник в поместье Летри в Альдруне. Если найдешь эти стрелы, можешь смело использовать их. Но если они тебе не понадобятся, принеси их нам. Гильдия магов даст за них хорошие деньги. Сомневаюсь, откровенно говоря, что гильдия воров или магов. Что он сказал? Наверное, воров. Но все равно я сомневаюсь, что за них дадут здесь хорошие деньги. Давайте посмотрим. Вроде бы это то ли эбонитовые, то ли доэдрические такие дротики. Поместье Летри. Спереть их, в общем-то, несложно, если ты уже прокачался. Когда уже есть телекинез, там хамелеон. Не столько даже хамелеон, сколько телекинез. Я вас знаю. А вот на самом начале, по идее, подразумевается это ведь задание для новичка, то есть, чем мы там всего ничего продвинулись. Для новичка довольно сложное задание. Потому что там куча охранников в этом помещении, они все перемещаются. Не помню я, где именно расположено, давайте смотреть. Помещение стражи, да, вот здесь удачно я зашел. Здесь куча, конечно, сундуков и шкафов. А стрелы эти, вот они на кровати лежат. Да, это доэдрические. По 500 они стоят. Себестоимость их, кстати, очень странно. Очень странно. Нам надо как-то где-то заныкаться, чтобы нас не видели. Кстати, здесь ключик, смотрите, на шкафу. Я не знал. Этого я не знал, но ключик просто так не украсть. Пробуем. Ключик сперли. Посмотрим, что он открывает. Но сейчас нам нужно телекинез. И нужно длинный телекинез. Самопальный. Вот этот вот, наверное, на 20 секунд, который. Восстановим, давайте, запас сил. Еще раз сохранимся. Нет, отдыхать не надо. Раз. Я разберусь с тобой, На нас донесли. Так, а что там, какая? Ну, 500, наверное, штраф. Да, 500. Штраф 500. Блин, грузится, конечно, логически, да? Предполагается, но нет. Это не наш путь. 2 мы сперли. Если я сопру еще 2, то мне навесят еще по 500 2 раза. Поэтому пока меня тут сильно не спалили и большой штраф не навесили, мы отмажемся. Будем действовать вот таким способом. Через вмешательство Альмсиви мы идем к храму. Здесь нас активно искать не будут. По-моему, до 1000 штраф. Вроде бы до 1000 стражники игнорируют, если с ними непосредственно не заговаривать. А мы благополучно в гильдии воров, по идее, здесь легко отмажемся. Что вы хотели, Бреттон? Да, она, конечно, тут вот... жабьим языком, блин, точно. Вот он ходит. Там, кстати, наши уже паучки ползают, можно посмотреть на них.
Я думал, что здесь он будет. А где он? По низу, что ли, ходит? Ну, слышно его, что он там шебуршит. Подожди, а где он? Вот тень от него. Подожди, что-то я... Здесь, что ли, где-то? А, вот он, за прилавком, блин. Ладно, возвращаемся в поместье Летри. Ну, что поделать, ну не вор персонаж у меня, вот совсем не вор. И, наверное, мы поступим все-таки с хамелеоном, а то что-то я слишком в себя поверил, видите, и получил штраф. Это, конечно, плохо. Непрофессионально, скажем так. Хоть и не вор, но надо немножечко чище работать. Так, тем же путем. Снова в помещение стражи. Так, ну нам надо так, чтобы у нас по минимуму видела народу. О, здесь лук прячут, видите? Ну, давайте попробуем. Восстановим запас сил. Так вот, подождем. Значит, я приготовлю... Не приготовлю, вернее, а использую кольцо окружения, которое мы получили в награду за выполнение квеста по устранению Камон и Тонг. Также у меня есть кольцо Кая, которое... А, нет, подожди, не кольцо Кая. Кольцо хамелеона, вот. Кольцо окружения мы убираем, кольцо хамелеона используем. Но тут всего 10 секунд. Подожди, нам нужно применить тогда зелье. Что у нас, кстати, тут по цифрам? 20%. А 20% это вроде бы его минимум. Да, к сожалению, это его минимум. Давайте перекастуем. 21%. Да что ж такое? Опять 20%. 26. Ну ладно, 26 так 26. Затем все-таки зелья. У меня были зелья на хамелеона. Вот, например, 15% на 45 секунд. Затем мы используем телекинез. Вот этот длинный. И кольцо уже теперь хамелеона. Блин, а вот кольцо Марары... Ой, кольцо учителя у меня слетело. Так, и подожди, что я хотел? Кольцо хамелеона. Где оно? Вот оно, всего 10 секунд, правда, оно действует. Да что ты будешь делать? Тебе конец. Ладно. Штраф 1000. Ну, рискуем. Если что, придется под невидимостью пробираться. Да, уже бегут. Уже бегут. Уже бегут. Вот он меня потерял. Да, этот квест обойдется нам, получается, уже в 750 монет. Слишком я поверил в себя, когда сказал, что несложно это задание. Но если бы я, может быть, как-то тщательнее подошел, да. Но это был бы сейфлоуд. А сейфлоуд я хочу здесь избежать. Да, я нашел стрелы. Давайте ему отдадим по 500, они все стоят, и он нам 2000 выделил. В принципе, это компенсирует наши затраты, и даже уже некоторый плюс у нас идет по деньгам. Небольшой. Небольшой плюс. Давайте мы отмажемся. А, все? То есть он нас простил. Айнгот. Ну хорошо, смотрите. Я думал, что придется платить. Можно было тогда и с первого раза не платить. Я что-то даже и как-то... А видите, раньше я всегда делал этот квест чисто. То есть,
ну, воровал без палева. А в этот раз вот так. Нет больше заданий. Значит, Большой Херинг мы уже выполнили, у Хабаси выполнили, теперь Джим Стейси. Ну что сказать, Джим Стейси это хорошо, конечно. И наш путь, в общем-то, лежит в Вивик, потому что нас туда отправил Касадос. Так, молоток этот надо орку отдать. Направляемся мы в Вивик. Я думаю, что без орка воевать нам там вроде бы не с кем. Поэтому молоток просто отдаем. Вот таким вот образом и направляемся в Вивик. Сначала я зайду к Джиму Стейси, а потом уже пойдем по заданию Кая. Только сохранимся, а то что-то я тоже расслабился. Ну а что, это один из вариантов прохождения задания, то есть через штраф. Не все же мне это блистать, так сказать, профессионализмом. Кстати, ты что скажешь? Да, загадка разрешилась, а другие задания есть у тебя? Угу. Ну и где? Не дает. Не дает. Ладно, хрен с тобой. Я уже понял, какая у тебя радость. Так, Джим Стейси у нас в квартале чужеземцев внизу в каналах. Значит, надо спуститься. Не в каналах, вернее, а как это? Ну да, каналы, получается, это локация называется. Только надо вспомнить, где именно. Тут каналы такие. С двух сторон два входа. Так, магазинчики, магазинчики. Книжный магазин должен быть, но это не он, судя по всему. Тут гробница, но тут зачищать скелетов всяких я не хочу. А здесь у нас храм, да, получается, какой-то? Да, слушайте, я даже как-то и не знал про него. А в случае телепортации нас кидают в Эбенгард, несмотря на то, что здесь есть алтарь. Ну, это алхимик. Тоже, кстати, учит мистицизму, но, скорее всего, мы уже не сможем у него учиться. Мало осталось учителей, которые могут меня научить мистицизму. Крайне мало. И это проблема. Так, а это модовый магазин официального мода, наверное, многие знают. Здесь продаются луки, стрелы, крутые, зачарованные. Вот, целая куча. В том числе вот стеклянные, звезды, дротики стеклянные, ну или ножи метательные. И продается здесь... Или он не продает? Да, внезапно продается доэдрический лук. Хотя по официальным как бы сведениям доэдрик к продаже, как и гномские вот эти вот артефакты, к продаже запрещены. А тут, видите, вот все это свободно продается. Но, естественно, это все можно украсть. Также у этой дамы, как видите, 8000 монет. Это очень хорошо. То есть она покупает, видите, оружие, броню. Прошу прощения. Что? С вашего позволения горло смочу. Так, еще раз прошу прощения. В общем-то, дама ценная, но, к сожалению, вот у нас здесь в таком месте труднодоступном. Таскать ей вещи на продажу проблематично. Вот, но если бы я играл хотя бы близко похожим каким-нибудь персонажем на лучника, то посещал бы ее обязательно. По-моему, я ее показывал уже в каких-то предыдущих своих похождениях. И закупался у нее даже вроде бы. Так, нам нужен книжный магазин. Вот он. И вот эта дверь, которая заперта, но для нас это препятствием не будет. У нас есть штанишки чудесные.
Дверь-то ничейная, то есть ее можно смело открывать. И вот он, этот Джим Стейси, здесь находится. Но он рассказывает долгую душесчипательную историю про этого Бал-Малагмера. Наверное, читать ее смысла нет. Мы это все уже видели и слушали. И обычные задания дает. Я слышал, говорит, что ты наш многообещающий новичок. Но я хотел бы поговорить с тобой позже, когда ты станешь опытней. Видите как? Капитаном, когда станешь. То есть тоже нужно прокачиваться. Ну а бал Малагмера мы вроде бы можем выполнять. Для этого нужно надеть вот эти перчатки, которые он дает. Кажется, у тебя все в порядке. И поговорить с ним про бал Малагмера. Для первой миссии возрожденных бал Малагмеров мы выбрали нечто совсем простое. Мне нужно, чтобы ты вернул медальон Хлерву. Брайанас Хлерву — бедный яичный шахтер в отставке. В этом году он отдал сборщику налогов семейную реликвию — старинный медальон. И теперь этот медальон хранится в поместье Виним вместе с другими налогами. Надень перчатки, что я даю, и навести поместье Виним в Вальдруне. Найди медальон Хлерву, верни его Брайанасу во имя бал Малагмера. Понятно. С этим мы позже разберемся. Сейчас наш путь лежит ближе к храму. Так, главное прощелкать все эти самые. Медальон, поместье Виним. Ну, вроде все, да, он сказал. Больше ничего тут не появилось. Да, зачем прыгать, когда нужно здесь Альмсиви применять? Мы ищем Мехру Мила, с которой мы уже ранее встречались. Опять же по заданию Касадеса. Только нам нужна библиотека. Чужестранец. Вот, зал мудрости. В самой библиотеке ее, конечно же, нет. В этом можно убедиться, если пройти. Она вот здесь вот стояла. Здесь ее нет. И нам нужно, опять же, по заданию Кая, в этом случае найти ее личные покои, в которых она должна нам оставить послание. Ну, нам или кому придет, к тому, кто придет от Касадеса. Значит, здесь мы, конечно же, применяем амулетик взлома. Сохраняемся. Здесь палева никакого нет. Поэтому смело заходим. Здесь тоже никого нет. И вот она, эта записка. Записка о Майе. Прости, говорит, что разминулись. Мне нужно было срочно доставить какой-то старый документ инквизитору Министерства правды. И похоже, я там еще застряну на некоторое время. Почему бы тебе не подойти, когда сможешь? И когда мы вместе уйдем... И тогда мы вместе уйдем, когда я освобожусь. И о Майе не забудьте вернуть мне 2 свитка божественного вмешательства, что были тебе одолжены. Или, если они уже использованы, купи мне парочку новых. Блин, а вот это я забыл. Вот это я забыл. Мне тут перепала пара зелий левитации. Ну, это понятно, разработчики позаботились. Вот с этими зельями это большой плюс, конечно. А есть ли у меня... есть божественное же вмешательство, да? Божественно. Да, у меня есть свитки, прекрасно. Значит, давайте так для порядка здесь осмотрим сундучки. Они уже не понадобятся бывшей владелице. Ну, очевидно, что ее заточили в этом Министерстве правды. И наша задача ее оттуда вызволить. Это, опять же, такая миссия на скрытность. Я постараюсь пройти ее с помощью просто невидимости. Конечно, стражников мы сагрим. Хотя там есть интересные вещи, если пошукать там по углам. Но нам, по сути, это все без нужды. Нам надо выполнить задание. Вещей у меня и так целая куча уже на продажу. Надо еще до этого, до скампа как-то дойти. Хотя бы часть скинуть.
Потому что нам нужно накапливать капитал на нормальное зачарование именно с постоянным эффектом. Ну что, здесь мы пользуемся свиточком. Я думаю, что не самопальным, а вот каким-то из тех, что нам выдали. Вот этим вот. И нужно найти подругу Мехры, которая стоит тут на страже. Сверху, по-моему, она. Ну, чтобы не взламывать дверь, она вроде бы нас должна как-то пропустить. Да. Подождем окончания действия левитации, пока что насладимся видом. Но в основном на залив. А здесь не залив, а это, наверное, море все-таки. А здесь выглядит как залив. Такой с островками. И где-то там, по-моему, вот посреди этих островков, или там чуть подальше, наверное, вон там, как раз таки хранится наша вожделенная кираса кости дракона. Вот там. Да. Но мы сохранимся, поговорим с этой подругой. Да, передаем привет от Мехры и получаем ключ. Соответственно, мы применяем здесь нашу перчатку невидимости. Малогмеры пока подождут. Еще раз сохраняемся. Зал обработки видим. Так, и нужно найти дверь правильную. Тут замок уровень 10, блин. Не знаю, получится у меня отсюда дотянуться этим. Да не усмирением, а телекинезом. Так вот только, да? Так, и сразу же невидимость. Не знаю, может и без палева получится. Черт его знает, я не помню, куда идти, честно говоря. Куда-то внизу. Так, это храм, это не то. Значит, нам надо, по идее, вниз. Тут некоторые стражники настроены лояльно. Но не все. Так. Храм, блин, не сюда. Ой-ой-ой. Пока меня не спалили. А где же это помещение-то? Ну, не помню, друзья. Я тут 100 лет не был. Просто 100 лет. И сюда, значит, наверх все-таки. Значит, все-таки... Ага. Видите? Палево и сразу хватаются за оружие. Но это незаконное проникновение. Все-таки здесь запретная территория. Как бы. Да, вот тюрьма. Значит, здесь мы снова взламываем. И снова невидимость. Невидимость. Быстренько надо как-то пробежать вниз, вот туда вот, к этим камерам. Какая-то вот камера, вот, по-моему, вот эта. Блин, здесь тоже взлом нужно. Нет, не оно. И выход тоже закрыт, смотрите-ка. Ладно. Так, значит, вот это. Снова взлом. Да, вот оно. Сохраняемся, посмотрим, что там у нас по штрафам. Все-таки меня спалили, но штраф не навесили. Это хорошо. Это очень хорошо. Да, свиток я принес. Значит, она говорит, что мы встретимся в Халамаяне, дает наводку, что нужно поговорить с вот этой вот Блаттой Хатерией в Эбенгарде на тему порыбачить. И, соответственно, там мы и увидимся. Ну, так и сделаем, друзья, так и сделаем. Давайте божественным вмешательством сразу же в Эбенгард.
Здесь придется пешочком прогуляться. Что вы здесь делаете? Ну что я здесь делаю? Видишь, как у меня секретная миссия. Я слушаю. Хотя, наверное, зря я это сказал. Ну ладно. Миссия настолько секретная, что о ней можно говорить. Говорите. Парадокс? Ну вот так. И вот чувак, видите, намекает, говорите, говорит, свободно. А как же секретность? Я же все-таки от императора посланник, ни много ни мало. Ладно. Да, мы на рыбалку отправляемся. И вот он, собственно говоря, Халамаян. По карте это аж вон где. Ну, тут, кстати, и до храма Азуры недалеко. Но если потопать по воде, О тебе слышала. может быть, имеет смысл прогуляться, хотя бы задание взять, чтобы оно у нас было. При случае, может быть, я выполню его. Но если я ничего не путаю, то храм Азуры, он где-то вот здесь. Или вот здесь. Если не вот здесь. Не, ну здесь вряд ли, вот где-то здесь. Я думаю, что да, мы прогуляемся сейчас после Халамаяна, просто пешком по воде. Практически как один известный. Так, а вот это я не предусмотрел, подождите-ка. Нет, об этом мы не договаривались. Ну и все, дух предков нас тоже подставляет. Что значит нет запаса сил? Давайте-ка мы его остановим, пока не случилось что-нибудь более интересное. Там вон еще одна крыса. Ну чё, мне теперь придется с кольца пулять, что ли, блин? В крысу эту гребаную. Где? Где кольцо? Молнии. Нахрена это духа призывал? Он вообще не попадает по ней. Да, но тут не все так просто. Как видите, здесь закрыто. Естественно, оно открывается в часы рассвета и заката. Но, поскольку на нас может напасть порождение шестого дома, мы приготовим перчаточку нашу чудодейственную. И подождем. Сейчас 2 часа, но давайте до 6. Вот, вход открывается, и мы можем смело проникнуть. Так, где здесь этот товарищ? Вот они стоят, оба два. Вот она меня хромила. Говорит, что надо поговорить с настоятелем, что он глава нашего тайного ордена. Мы жрецы-отступники. Мы фанатично преданы древним традициям храма, но нас беспокоит то, что основной источник божественности трибунала может быть той же природы, что источник злой силы Дагатура. Какой ужас! Силы Дагатура, кажется, растут, а сила трибунала тает. Прочти «Пробуждение истины» и другие документы апографа в нашей библиотеке, ты поймешь, почему нам так неспокойно. Я думаю, что мы прочтем эти документы как-то отдельно от похождений. Так, это не ты, подожди, а где? Где начальство? Да ничего я тебе не буду рассказывать, зачем ты мне нужен. Это тоже не он. А ты что, продаешь? О, смотри-ка, продает. Зачем-то фляги. Щит святого. Но это какой-то стандартный набор у него. Многие зачарователи такое продают. 1000 монет, кстати, у него не слабо так. Неплохой торговец, но нам сейчас ничего этого не нужно. Большой соблазн, друзья. Очень большой соблазн. Где-нибудь заныкаться вот так вот, да? И спереть
А зачем мне переть? Я тот-то еще не продал, он у меня валяется там на полу. Подожди, а где главный-то чувак? Чужестранец. Или я что-то перепутал? Что-то меня как-то это не покидает сомнения. Пусть ветер дует тебя в спину. Настоятель Барелла. Вы Может, А, вот же он. Фу ты, блин. А я посмотрел Гильвас, и что-то как-то меня это ввело в заблуждение. Так, ну вот насчет утраченных пророчеств. Я посмотрел апограф и нашел два особенно интересных отрывка. Мы сделали копии этих отрывков для тебя. Многие знакомы с двумя пророчествами о Нереварине, популярными среди ишлендеров, под названием «Незнакомец и 7 видений». У нас есть два других пророчества. Потерянное пророчество и 7 проклятий, которые могут предложить еще один взгляд на загадки, окружающие приход воплощения. Может быть, это и есть утраченные пророчества, о которых говорил о тебе твой друг Небани Меса. Мы также приготовили тебе документ под названием «Орудие Кагренака». Этот документ объяснит тебе и другим страшную тайну, которую прячет храм, об истинной природе трибунала и порочной природе их божественной силы. Чтобы скрыть этот секрет, храм преследует Нереварина и жрецов-отступников. Это преследование должно остановиться. Мы должны объединиться против истинного врага Дага Тура. И если ты Нереварин, ты должен повести нас на него. Ага, нас. Какой молодец. Дали мне книжки. Давайте поговорим поподробнее. Иерографа – собрание работ жрецов храма. Апографа – тайные письмена, секреты, известные только жрецам и инквизиторам высшего уровня. Бросив вызов храму, мы собрали столько частей апографа, сколько смогли здесь, в Холомаяне. Одно из крупнейших разногласий между храмом и жрецами-отступниками – это то, что храм скрывает правду от своих последователей. Понятно. Дальше. Потерянное пророчество. От 7-го знака 11-го поколения ни гончая, ни гуар, ни зерно, ни барана, но драконом рожден. Но это, видимо, знаки, да, перечисляются. Наверное, все-таки. Но драконом рожден и дальней звездой отмечен. Чужестранец возродится под Черной горой, хотя, может, и не знаки. Не знаю, честно говоря. Значит, возродится под Черной горой, благословенный гость противостоит 7 проклятиям, благословенная звездой рука размахивает лезвием проклятым, чтобы устроить жатву в беспечных домах. Возможно, это имеется в виду, ну это, конечно, шутка, имеются в виду советники Телвани, которых нам предстоит знатно так проредить, я чувствую. Вот. Я снабдил комментариями твою копию потерянного пророчества. Сделал, что смог. Но по самым грубым прикидкам получается следующее. Чужестранец, рожденный в других странах, которому рады как гостю, противостоит 7 проклятиям под Красной горой. Благословлен Азурой, использует проклятый клинок, чтобы принести правосудие в дом Дагот или... Ну да, понятно, что официальная интерпретация другая, я просто пошутил. Принести правосудие в дом Дагот и дом Двемер, или в оба этих дома. Нереварин, чужеземец. Не скажу, что это порадует ишлендеров. Теперь понятно, почему это пророчество в свое время кануло в небытие. Скрываю, значит, да, гаденыши? 7 проклятий. Ну, в общем-то, мы это уже знаем. В целом, в среднем. Про корпус я уже в курсе. Это вот 3-е было проклятие. Проклятие духов, семени, отчаяния и снов. Плоть — это корпус, призраки, семя отчаяния не ясны, говорит. Но проклятие снов, кажется, относится к недавним случаям душевных болезней. Да у меня вот тоже, ты знаешь, какие-то сны. А с ним нельзя поговорить, да? Понятно. Так, это мы уже читали. Про Неревара, что он скажет. Кстати, здесь в нашей библиотеке есть несколько книг, которые могут оказаться тебе интересными. Каждая книга описывает разные образы Неревара.
Настоящий Неревар, Луна и Звезда и Святой Неревар. Это он нам все дал. А Нереварин... Значит, наш интерес к Нереварину был делом принципа, желанием признания истинности различных мистических верований, которые отрицаются догматами храма. Теперь Дагатур становится сильнее, а трибунал слабеет, и возвращение святого Неревара или даже его возрожденного духа может оказаться лучшим путем решения проблемы. Как обычно, лишь бы самим ничего не делать. Значительная часть иерархии храма может быть принята, как-то, значительная часть иерархии храма может быть принята. Также теперь мы можем с терпимостью относиться к различным мнениям по поводу некоторых догматов. Да вы раскольники, ни много ни мало. Покусились, смотрите, на догматы, а? Надо мне вступить в храм трибунала, короче, я что-то уже чувствую, что там найдется для меня работенка. Но другие отделения храма, к примеру, ординаторы, главой которых является Барил Сала, увидели мы его, встречали, да, абсолютно безвольный тип. Пальчиком поманишь, он прямо и идет. Так вот, они заявляют, что с угрозой Красной горы и Дагатура можно справиться только если у нас будет единая твердая вера. Люди боятся незнакомого. Если нам удастся противостоять Дагатуру лучше, чем это получается у ординаторов, и храм, и люди поддержат нас. Понятно. Опять хотите на чужом горбу в рай въехать. Пока ординаторам Вечной Стражи и Трибуналу удавалось удерживать мор и монстров Дагатура внутри призрачного предела, вера в храм была сильной, но теперь путешественники и поселения страдают от моровых бурь и ужасных монстров, а люди боятся, что храм может проиграть вековую войну с дьяволом Дагатуром. Шестой дом — это новая угроза, хотя пока еще не все узнают новое дьявольское лицо Дагатура. Но это, безусловно, знак надвигающегося кризиса, и храм больше не может защищать Моровинд. В это тревожное время данмеры могут повернуться к древним столпам веры, предкам Идаэдра, а особенно к пророческим видениям, посылаемым лордом Азурой. Потом они могут начать искать Нереварина, воплощение святого Неревара, который поведет их в бой. Ну, понятно, опять все на меня, короче. Все на меня. Ну так и чё мы? Давайте посмотрим. А ничего, она здесь ничего никак не отмечается. Но знаете, давайте я здесь сохранюсь, и мы метнемся к Небане Мессе. Спросим, что она скажет. Кай же нам сказал, что с этими пророчествами нужно к Небане Мессе. И вот мы так и сделаем. Так, да, вот поговорил я. У тебя есть эти утраченные пророчества? Ты мне их расскажешь снова и снова, чтобы я могла их выучить. А потом ты мне расскажешь, что говорят эти жрецы, что они видят в этих словах. А потом тебе нужно будет уйти, охотиться, спать, есть, познавать землю. Я должна вложить эти вещи в себя и поместить их перед моими предками, и выслушать их, и небеса, и звезды моих снов. А потом, когда луна придут и уйдут, возвращайся, и я дам тебе свое суждение. Хорошо. Хорошо. А, вот сразу уже суждение. Мой приговор, говорит. Предки и звезды дали мне ясные знаки. Утраченные пророчества не оставляют сомнений. Воплощением должен быть чужеземец. Вы с благословения Азуры. Кстати, я забыл, я же собирался прогуляться. Да, святилище Азуры. Ну ладно уже, чё. Другой раз. Так вот, я с благословения Азуры должен снять 7 проклятий Дагатура. В пророчестве указаны 7 шагов пути Нереварина, и я буду руководить вами при каждом шаге по этому пути. Я прочту знаки и покажу вам путь. Настало время вступить на дорогу 7 видений и пройти 7 испытаний 7 видений. Вы рождены в определенный день, так что вы прошли первое испытание, второе испытание это мор. Угу. То, что вы одолели проклятие плоти, достаточно чудесно, но что оно должно защитить вас от мора и старости, просто невероятно. Теперь становятся ясны знаки моих снов.
Вы прошли второе испытание, но третье испытание непреодолимо. Тайна третьего испытания мне не принадлежит. Отправляйтесь к Сулматуулу, стражу нашего культа, и он расскажет вам о третьем испытании. Когда третье испытание будет пройдено, возвращайтесь ко мне, и я покажу вам, как сделать следующий шаг на пути Нарыварина. Но я знаю, что это за третье испытание. Нас в Кагарун отправят. Но, естественно, в одиночку туда я не пойду, а орка сюда тащить — это опять геморрой. Поэтому мы сосредоточимся пока что на прохождении, наверное, гильдии воров, задание вот этого Балмагмера, и нам нужно будет качнуться, опять-таки. Во-первых, для гильдии магов, но я пока не знаю, как я это сделаю, я еще подумаю. Кстати, вот наша же единичка здесь упала в мистицизм, как-то между делом. Бонусы опять по 2. А с гильдией воров попроще. Нам нужна ловкость и привлекательность. Ловкость есть, привлекательность есть. А вот с навыками безопасность мы качали. По сути, из всех навыков, которые мы более-менее можем, на которые мы можем рассчитывать, это безопасность. Я ее качал у учителя до 23, а нужно 40. Даже не знаю. Даже и не знаю, друзья. Это мы повысим 2 уровня, пока будем раскачивать. Но могли бы повысить 2 уровня. Либо просто тупо также учителя до 40 ее качнуть, забив на бонус. А бонус от безопасности идет в интеллект, я напомню. Игнорировать его, наверное, не стоит. Ну, то есть впустую расходовать вот так вот, в холостую. Так что не знаю. Буду думать. На сегодня, пожалуй, я буду закругляться. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.